Всем привет из Вьетнама! Сегодня я хочу вам показать то, что давно уже хотел показать. Суп, который здесь очень популярный, и это не фо бо. Сегодня мы покажем это блюдо. Это кусок замороженной крови. Я его реально очень обожаю. Очень боюсь есть вот этот вот. В чистом виде мне до сих пор страшно его есть. Очень отвратительно пахнет. Но мне очень нравится вот это вот. И стоит эта радость всего лишь... Всем привет из Вьетнама. Меня зовут Илья. Мы находимся в курортном городе Ничанг. А это Тили. Сегодня я хочу вам показать то, что давно уже хотел показать. Суп, который здесь очень популярный. И это не фо бо, это другой суп, тоже с мясом, гораздо круче, прикольнее, насыщеннее. Этот суп называется бун бо. Сегодня мы покажем это блюдо, как оно готовится немножечко. Правда, у него есть определенные секреты, которые люди не раскрывают. Но суть такая, что основные моменты, конечно, я вам покажу. Можете смотреть по вывескам. Здесь и в других городах написано бун бо, вот так вот, два слова. Бульон варится из говядины, говяжьих костей и свиных ног. Все мясо и все свои вкусовые добавки я уже добавила. Тут используются особые приправы для вкуса, которые мы держим в секрете и никому не выдаем. Ну а теперь мы будем варить это все до вечера. Приходите вечером и посмотрите, когда уже будет все готово. Мы так готовим этот суп уже 30 лет. Полное название у этого супа бун бо Хюэ, так как оно было придумано именно в городе Хюэ. До 1945 года он был столицей. Он знаменателен именно тем, что там императорская цитадель находится в этом городе, которая сейчас является абсолютно туристическим местом. И это такой курортный город. Я там еще не был. Обязательно хочу туда тоже попасть и показать, засниму. Но это блюдо мне очень понравилось именно в Ничанге. Это как раз пример одного из такого места, где люди готовят именно целый день одно только блюдо. Монокафе очень популярны во Вьетнаме. Некоторые вьетнамцы встают в 5 утра, чтобы начать готовить свой суп. Фо бо или вот такой бун бо. Варится бульон с самого утра. И закрываются они потом в сиесту. Некоторые кафешки работают только с утра и примерно до 11 работают, и потом закрываются на весь день, и только на следующий день открываются. Вот это место работает еще и вечером. То есть они готовят как в качестве завтрака, можно сюда прийти и поесть. А потом они открываются примерно к 5 часам. И уже готовят более такую большую кастрюлю на вечер. Здесь не так много ингредиентов. Лемонграсс, говяжья кровь. Вот она какая говяжья кровь. Вот это свернувшаяся говяжья кровь. Вот она. Сначала она застывает, а потом мы ее варим в бульоне. Еще сюда добавляются наши вьетнамские соусы. Это и рыбный соус, и креветочный соус. Здесь мы подготавливаем сваренное мясо для супа, нарезаем его. У нас тут готовится правильный бун бо по старинной традиции. И моя мама также этим занималась. А теперь и я готовлю и продаю бун бо уже 30 лет здесь, в Ничанге, несмотря на то, что сам рецепт блюда родом из Хюэ. Бун – это такая лапша, белая рисовая лапша. Чем отличается от фо? Лапша фо плоская, а лапша бун более такая круглая, как вермишелька. Из этой лапши готовится очень много блюд. Бо – это говядина, и здесь варится говяжий бульон. Хотя здесь играет роль и свинина тоже, потому что бульон не только с говядиной, но и со свининой. Еще для супа готовится сате с лемонграссом. Это тоже такая заправка. Мы сами питаемся этим же супом. Утром бун бо, вечером бун бо. Это и для здоровья полезно. She told me about this satay. It's very easy to make. The main thing is oil and lemongrass. From lemongrass, chili and oil and some sauce, fish sauce. Yeah, and we make this and boil a little bit.
Done. This is shrimp sauce. The smell, not everybody can eat it. Yes, she put all. She put all to there. Yeah. This is just is to add if you want more flavor. And this is just chili sauce. And fresh chili, not fish sauce. And this is not minced chili, big chili with fish sauce. This is garlic, marinated garlic with vinegar and chili. It's sour and spicy at the same time. Not every place have this. It's very original taste. She said that. And this is chili and vinegar, just marinate. She said that it's special thing that she make. So now let's wait for our bun bò is coming. You see there are two kind of noodles. This big one, big noodle, yeah. And she gave us lemon and chili. And small noodles, big noodles. It depends on your choice. I like small. I will eat small. I will give you big. This is round. You see, it's not same pho. Pho is flat, and this is round. This one is small. You take like this. You see the difference? This is the special marinade things. 40 dong for one homemade. I don't know. I never tried this. Like pickles. Like pickles. Отдельно мы еще подаем бобовые ростки, шинкованные салатные листья и шинкованные банановые листья, которые во Вьетнаме называются бапчой. Ну а здесь у нас специальные заправки на столе. Все это можно еще дополнительно положить в суп по вкусу. Мы находимся на улице Дангтат 64, город Ничанг. Приходите пробовать наш особый рецепт супа бун бò. Ну а теперь наступает самая интересная часть. Снимаем пробу вот этого супа бун бò. Я его реально очень обожаю. Еще раз прокомментирую, что здесь добавляется в суп. Суп называется лапша бун с говядиной, да? Но так как бульон варится дополнительно из свинины тоже, то тут еще можно дополнительно попросить вот такой кусок свинины. Сначала добавляем лимонный сок обязательно. Put this how you put always satay or what you put shrimp sauce. Yeah. Need to put more shrimp sauce. I'm really scared to eat this. Я реально очень боюсь есть вот этот вот креветочный соус. Когда суп варили, туда уже идет в варку, добавляется вот этот креветочный соус. В чистом виде мне до сих пор страшно его есть. Есть еще одно блюдо, тоже с этой лапшой бун. Но уже не суп, а такая, как холодная закуска. И это блюдо едят как раз вот с этим креветочным соусом. Оно очень отвратительно пахнет. Представляет из себя ферментированные креветки. Масса, вот эта креветочная масса, ферментированная. Практически как испорченная такая масса. То есть она конкретно пахнет как испорченная. Ну вот, примерно как соленая рыба, когда вяленая, да? Только тут еще более такой, более насыщенный. Тилли говорит, что когда ешь, нет такого запаха противного. Вот когда именно нюхаешь, очень плохо пахнет. И ни в коем случае вот эту штуку нельзя есть с молоком. Вот will be if you eat with milk. Как обычно, здесь много зелени добавляется. Еще рыбный соус. Рыбный соус это тоже делается из ферментации рыбы. Складывают в бочку, засаливают это. И образуется такое... жидкость вот эта образуется ферментированная, тоже как испорченная от рыбы. В соус добавляется либо в жарку. Очень неприятный запах. Именно когда жаришь, очень неприятный запах. Но когда ешь, это добавляет такой определенный оттенок вкусовой. Становится реально вкуснее. Без этого рыбного соуса, ну, вьетнамцы практически ни одно блюдо не едят. You always add fish sauce to... Итак, что же мы тут видим? Вот это тоже одна из очень таких необычных штук, особенностей этого супа и вообще вьетнамской кухни. Это кусок замороженной крови, которая закидывается вот так в суп.
И она сразу варится, и получается вот такой вид у нее. Это говяжья кровь. Говяжья немножко темнее, а свиная светлее. Сейчас хочу попробовать. Сверху она коричневая, а внутри она такая серая становится. Я подумал изначально, когда первый раз попробовал, я думал, что это печень. Но на вкус не как печень. Мясной мармелад. Вот так бы я это назвал, охарактеризовал. Мне реально очень нравится. То есть изначально это может показаться как-то чем-то таким противным, но говорят, что это полезно. Я своему другу один раз про это сказал, он боялся даже пробовать это, но мне очень нравится вот эта вот вареная кровь. Это одно из таких тоже необычных блюд во Вьетнаме. Здесь у меня, обратите внимание, широкие вот эти лапшички, а у Тили она больше любит узкие, маленькие лапши. Но обычно, когда заказываешь вот эту лапшу бун в разных других блюдах, она обычно вот такая тоненькая. Нам здесь положили зеленый лук, вот, добавляем лайм обязательно, бульон насыщенный с лемонграссом, бульон. Ну и обязательно нужно добавлять вот эту зелень, как можно больше, я вообще ее обожаю. Вот так закладываю прям все, что есть. Во Вьетнаме такая традиция подавать холодный чай к любым блюдам и даже напиткам. Если заказываешь кофе в кофейне, то тоже подадут вот такой чай. Мне он реально нравится, он очень дешевый и очень, ну вот как-то не знаю, мне реально нравится по вкусу. Вот такой суп получается, немножко и остренький, и солененький, и кисленький, все вместе. Реально, фобо это вообще не самый неинтересный суп в сравнении вот с этим, бунбо. Он более насыщенный, здесь вот такие куски говядины, очень мягкие. Такое очень классно с похмелья есть, а я еще люблю перченое. В России самостоятельно такое, конечно, не приготовить, но если у вас есть определенные ингредиенты, хотя бы рыбный соус, можно попробовать, но натурального вкуса не добиться, вот как здесь делают. Поэтому вот такие вещи надо, конечно, есть с вьетнамскими ингредиентами, если это в России. Ну, а так вообще приезжайте во Вьетнам, когда будет возможность, и пробуйте. Здесь, наверное, литр получается всего вместе этого супа. Причем воды здесь не так-то и много. Обычно мне даже водички не хватает, бульона. Или остается бульон, и я еще добавляю сюда ее бульон в конце. Или ем как такие 1,5 порции. Также мы пробовали такое блюдо и в других местах тоже, но в других местах не настолько круто, конечно, сделано. Ну что, вот я добавил то, что не доела Тили. И посмотрите, сколько у меня сейчас здесь. Ну что, начнем обзор заново, с самого начала. Put for me garlic. You forget to put garlic. О, не везде это прилагается. Теперь можно сюда добавить вообще все вот эти овощи. Опять нужно доводить до вкуса. Добавляем лимончик. Еще добавим перца. Или вот этого сате. Ну вот сейчас больше уже похоже на суп. До этого было, конечно, более густое блюдо. Вы, наверное, заметили уже, как супы здесь едят? Ложкой и палочками. Ну и стоит такая радость. 40 донгов. Где-то может стоить, ну, до 55 примерно тысяч донгов может стоить. На улице можно поесть и за 25 где-то найти, но там будет меньше мяса, меньше вообще сама порция будет меньше, может быть даже больше добавлено аджиномото, усилитель вкуса. Мы ели в разных местах за разную цену. Все-таки здесь, даже Тили сказала, что все-таки лучше сюда идти снимать это видео и здесь пробовать. Мне рассказывали, что такую миску супа в России на фудкорте заказывали, только фобо был суп, почти 500 рублей. По-моему, 480, что ли, друг говорил. Это вообще безумные деньги здесь. Ну, может быть, только если в каком-то дорогом ресторане, а не в таких маленьких монокафе, которые здесь популярны во Вьетнаме. Вот такой обзор моего самого любимого супа во Вьетнаме.
Приезжайте, пробуйте. Все ссылки на расположение, которые есть в Google картах, оставляю в описании. Так что смотрите, ищите сразу. Переходите на канал, смотрите еще другие видео. И увидимся в следующем видео, которое вы включите. Это кафе, где готовят бумбо на севере Ничанга. Я был здесь и всем советую.